Как всегда, сегодня интересное и полезное видео. Давно хотел воплотить эту идею в жизнь, нужную для любой самоделки. Сделать станок или самоделку станет легче своими руками и простыми инструментами, которые есть у каждого. Теща– главный поставщик запчастей, газонокосилки, обогреватели, насосы и многое другое. Золото, а не теща. Насосная станция, и это уже вторая, некоторое время работала без воды, и из-за этого сплавились некоторые части помпы. У нас купить запчасти почти нереально. Проще приобрести новую, чем сидеть без воды несколько недель. И мне тоже небольшой плюсик. У меня появляются запчасти. Запчастей много не бывает. Здравствуйте, друзья. Надо убрать реле давления и проводку сделать напрямую к движку. Конденсатор стоит на 10 микрофарад 450 вольт. Кстати, мой гриндер сделан из первой насосной станции. Кто следит за каналом, наверняка видел видео о его изготовлении. По-моему, получилось просто здорово. Теперь на улицу. Да-да-да, тушенка. Кстати, сама тушенка такая себе. Но мне нужна ее тара. Содержимое пойдет в макарошки. Газовые горелки я делал в прошлом году. По старому советскому справочнику. Видео тоже есть на канале, со всеми расчетами и чертежами. Они используются с печами и в горнах, для них и разработаны. Горелки получились очень классные. Я сделал одну поворотную и одну прямую. Мне больше удобней поворотная, ей пользуюсь постоянно. Горн сделан из вермикулитовой плиты 30 мм. Это теплоизолятор. Он очень легкий, но немножко хрупковат. Зато легко обрабатывается и очень хорошо держит высокую температуру. Скоро буду его реставрировать. Он стоит на улице, и условия хранения на него тоже влияют. Импровизированный тигель. Я не заморачивался. Это обычная труба. Отрезок от винтовых свай моей тещи. Дно заварено, а в качестве ручек приварены обрезки арматуры. В качестве флюса сода и соль в пропорциях 1 к 1. В интернете так советуют. Сам пробую в первый раз. До этого флюс вообще никогда не использовал. Посмотрим позже на результат. Сейчас буду разливать формы. Ребята, потихоньку движутся дела с постройкой мастерской. Крыша уже покрыта, заказаны окна и дверь. Жду их с нетерпением. У меня уже столько классных идей по мастерской. Это маленький отдельный мужской мир. Жена все еще думает, что это утепленная беседка. Найти центр на болванках можно несколькими способами. Надо начертить две параллельные хорды равной длины, соединить по диагонали концы этих хорд. В точке их пересечения и будет центр. А второй способ – начертить хорду, циркулем чертятся две пересекающиеся окружности, через точки пересечения окружностей чертится прямая. И еще две пересекающиеся окружности, центрами которых являются точки пересечения прямой с окружностью. Также чертится прямая в точках пересечения окружностей. Центром считается пересечение двух прямых. Иногда в комментариях вы пишете, что обороты слишком большие на моей сверлилке. Там нет регулировки. Отчасти, наверное, соглашусь. Посмотрел на экотологе доступные варианты перфораторов и дрелей для станка. Дорогие и именитые фирмы рассматривать не стал. Ну и качество тоже, конечно же, немаловажно.
Я всегда стараюсь найти золотую середину. Дрель в станок, перфоратор мне понадобится для альпийской горки. У меня там огромные камни, думаю им попробовать обработать. Выбрал несколько производителей, которыми я уже пользовался. Пока занес их в избранное, просто глаза разбегаются. Как решу, какие именно, выберу магазин и закажу чуть позже. Мне еще понадобится несколько инструментов, обязательно поделюсь с вами в следующем видео. На валу уже нарезана резьба, и в заготовке тоже следовательно нарезаю резьбу. Для удобства решил закрепить получше движок и сделать упор. Не знаю, как он называется на токарном сленге, но когда-нибудь узнаю. В качестве резца заточил старый напильник. Все пока идет по плану. Вся стружка пойдет на вторичную переработку. Я собираю ее даже от металла. Обязательно покажу в ближайшее время для чего. И я почти уверен, что вы тоже начнете ее собирать. Вторую болванку обработаю тем же самым способом. Она пойдет на ведущий вал гриндера, но это уже за кадром, чтобы не затягивать видео и не отнимать ваше время. Парни, как всегда, если понравилось, лайкос, подписка, колокольчик, чтобы не пропустить следующие интересные видео. Встретимся с вами в комментариях, я обязательно их читаю и по возможности стараюсь отвечать. Спасибо вам за них. Все полезные ссылки в описании под видео. Все получилось очень классно. Из ненужного мусора получилась нужная и качественная вещь. Такой способ, по моему мнению, имеет место быть, если нет доступа к токарному станку. Получилось все точно, аккуратно и простыми подручными инструментами. Друзья, здоровья и добра вам и вашим близким. Спасибо огромное, что смотрели это видео, за оценки и комменты. До встречи, друзья!